Начинается гражданская война драконов пустоты. Сяо Янь перехватил посланников Северного Драконьего Короля. Поскольку он сам обладает родословной дракона Феникса, то смог ощутить их благодаря крови. По сути, Сяо Янь сам почти что дракон. Как он круто отделал командира Циня. Действительно, ранее почтенный воин 5 звезд был бы сильным. Но теперь, когда Сяо Янь на уровне святого, что такое сила почтенного воина? Сяо Янь заключил союз с главой Яомином и готов сражаться с небесными фениксами. Но сперва Сяо Янь попрощался с королевой Медузой. Это легендарная фраза Цэйлинь: «Твоя жизнь принадлежит этой королеве». Как ни крути, Сяо Янь никуда не денется от Цэйлинь, как бы создатели не пытались изменить это. Будь осмотрителен. Не забывай, что твоя жизнь принадлежит мне. Жаль только, в серии вырезали момент поцелуя Сяо Яня и королевы Медузы после того, как он передал пилюлю 9 ранга. Да и не только королева Медуза, вы только посмотрите, как девчонки возле Сяо Яня крутятся. Вот бы Гусюнеру знала, что было бы. Но вернемся к сюжету. В предыдущих видео мы рассмотрели, как Сяо Янь встретился с небесными фениксами. Он угрозами заставил Фэн Хуан отступить, а себе забрал 3 заложников: Дзю Фэна, что считался преемником главы, а также 2 старейшин на уровне святого 1 звезды. Представьте, какой удар по племени небесных фениксов. В трейлере мы видим это зрелищное противостояние. Яомин на 2 звезде святого сражается против Фэн Хуан того же уровня, а Сяо Янь взял на себя сразу 2 старейшин небесных фениксов. Особенно интересно смотрится этот феникс-толстяк. Несмотря на то, что Сяо Янь был всего лишь однозвездочным святым поздней стадии, он, обладая тату клана Сяо, легко победил 2 экспертов Ду Шэн. Используя техники святого желтых источников, он немедленно прекратил битву, желая договориться с Фэн Хуан. В трейлере хорошо показано, как Фэн Хуан впадает в ярость, когда Сяо Янь запечатывает Кун Хуана и Ин Хуана, а также держа в руках будущего наследника Дзю Фэна. В итоге Фэн Хуан согласилась на требования Сяо Яня об отступлении, таким образом разорвав соглашение с 3 островами дракона. Клан Небесных Фениксов ни в коем случае не должен был возобновить свою деятельность, пока не будет решена судьба битвы драконов пустоты. После этого Фэн Хуан в гневе повела оставшихся членов клана Небесных Фениксов обратно на свою территорию, больше не вмешиваясь в дела племени драконов пустоты. Почему Сяо Янь не убил всех фениксов на месте? Помимо тех 4 причин, что я опубликовал в телеграме Киномикс, есть еще одна. Кажется, она важнее. И связана она с самим главой племени Небесных Фениксов. Сяо Янь точно не испытывал недостатка в желании убить 3 старейшин Фениксов, а скорее причина в невозможности сделать это сразу же. Учитывая их статус старейшин племени, естественно, им принадлежали нефритовые таблички, и вполне вероятно, что глава клана Небесных Фениксов узнал бы об их смерти, как только они были бы убиты. Важно помнить, что этот глава Фениксов по имени Хуан Тянь является святым 5 звезд поздней стадии, а во всем клане всего 4 святых. Если бы 3 старейшины погибли, Хуан Тянь, несомненно, пришел бы в ярость и немедленно напал бы. В этом случае Сяо Янь и Яомин даже вдвоем окажутся в крайне затруднительном положении. В конце концов, Сяо Янь это святой 1 звезды, а Яомин поздней стадии 2 звезды. Даже объединив силы, они не смогут противостоять святому 5 звезд. Другими словами, помимо рычага давления, что Сяо Янь заполучил из-за заложников, уничтожение 3 старейшин фениксов было бы равносильно уничтожению всего клана. Хуан Тянь, несомненно, будет мстить. Истинная цель Сяо Яня в данное время заключалась в том, чтобы помочь Цзи Янь избежать опасности. Убийство 3 старейшин Небесных Фениксов было лишним. Ему лишь нужно было помешать их союзу с Северным Драконом. Поэтому, несмотря на глубокую ненависть Сяо Яня к клану Небесных Фениксов, ему пока рано начинать реальную вражду, пока он не станет еще сильнее. После жалкого ухода Небесных Фениксов Яомин был восхищен Сяо Янем. Множество людей будут тихо смеяться над фениксами, когда это дело распространится по миру волшебных зверей. Кроме того, племя Небесных Фениксов моментально станет более сдержанным. Вряд ли какая-либо фракция на континенте могла позволить себе потерять 2 святых.
А следующей целью Сяо Яня была направиться к восточному острову дракона. Сяо Янь вздохнул. Улыбка на его лице исчезла. Восточный остров Цзэянь был окружен 3 королями драконов, так что Цзэянь была в опасности. Я, Мин, Сяо Исянь, Цинлинь и остальные последовали за ним. С помощью разлома пространства они могли довольно быстро достичь острова дракона. Но по пути Сяо Янь ощутил мощное колебание, а затем увидел среди прочего 2 знакомых лица. Они были в беде, и более десятка экспертов окружили их. Все их ауры были чрезвычайно мощными. Очевидно, что все они были очень сильны, особенно 2 старейшин на уровне мнимого святого. Их имена Ходжань и Цяньсюань. 3 великих острова, вы действительно осмелились атаковать ее величество, императрицу драконов? Эти знакомые лица были Хэйцин, который ранее помог Сяо Яню, и старейшина Джули, с которым Сяо Янь тоже встречался. Они были не в лучшем состоянии, лица были чрезвычайно мрачными. Они первыми узнали о нападении 3 великих островов на восточный остров Цзэянь. Прежде чем они смогли доложить, на них напали эксперты 3 других драконьих островов. Мало того, они запечатали восточный остров Цзэянь. Разразилась большая битва, и результат был чем-то, что не нужно упоминать. Благодаря 2 мнимым святым, враги победили их и преследовали их до сих пор. На самом деле, каждый дракон понимал, что Цзэянь – это истинная императрица. Все было в желании власти 3 великих королей дракон. В племени древних драконов пустоты королевский клан обладал абсолютной властью над обычными членами племени. Давление, которое возникало из их родословной, вызывало у обычного члена племени страх. Они обладали высоким статусом. Естественно, большинство понимали, что молодая императрица Цзэянь действительно обладала чрезвычайно чистой королевской родословной. Цяньсюань и Ходжань уже намеревались прикончить Хэйцина. Один из этих вражеских старейшин бросил ладонь в Хэйцина через пустое пространство. Пугающий ветер разорвал воздух и с молниеносной скоростью врезался в его тело. Хотя нынешний Хэйцин достиг 8-го этапа развития пика почтенного воина, но как он мог выдержать удар мнимого святого высокого уровня? Броня на его теле сразу же рассыпалась, свежая кровь полилась наружу. Тот старейшина холодно и презрительно рассмеялся, заставив Хэйцина выплюнуть кровь. «Убейте их всех! Не позволяйте никому выжить!» Цяньсюань отдал приказ. Джули пришел в ярость, чудовищная Доуци вспыхнула. Широкая и могучая Доуци собралась в дракона, который безумно направился к Цяньсюаню. Но тот в мгновение ока превратился в получеловека-полудракона. К сожалению, Джули был на тот момент ранен и не мог сражаться против 2 мнимых святых. Старейшина Джули стиснул зубы, ощутив чрезвычайно жестокую атаку сверху. Вокруг его тела появилась броня. «Я буду сражаться с тобой до конца!» Хэйцин попытался помочь, но не мог ничего сделать. Хэйцин, не колеблясь, бросился в атаку, но вражеский старейшина лишь холодно усмехнулся. Его кулак, покрытый драконьей чешуей, с грохотом ударил навстречу, и при столкновении раздался оглушительный взрыв. Старейшина лишь слегка отступил, тогда как рука Хэйцина была искалечена, кости треснули, кровь хлынула в воздух, а его тело отбросило далеко назад. Повиснув в пустоте, весь в крови, Хэйцин понял, что силы почти иссякли, и разрыв между ними непреодолим. Старейшина вражеских островов спокойно приблизился и положил ладонь ему на голову, собираясь завершить все одним движением. Даже крик Джули не вызвал у него ни малейших сомнений. Он был уверен в победе 3 великих островов. Когда пальцы старейшины уже сжимались, все внезапно остановилось. На его голову легла другая, холодная и спокойная рука, а за спиной прозвучал голос с вопросом: «Кто разобьет голову быстрее?» Мир словно застыл. Хэйцин, уже готовый умереть, увидел знакомую фигуру. Да, это был Сяо Янь. Появление Сяо Яня полностью изменило ситуацию. Старейшина Ходжань застыл, чувствуя, что одно легкое движение, и его голова превратится в кровавый туман. Он впервые ощутил настоящий страх и понял, что перед ним тот, которого не смог даже почувствовать заранее. Как вам такое героическое появление Сяо Яня на острове Дракона? Нас ждет интересная арка Драконов Пустоты. Большое спасибо всем за поддержку. Планирую с завтрашнего дня небольшой отпуск, так сказать, выходные. Исчезну на это время с соцсетей. Но видос еще один, думаю, скину уже подготовленный. Поэтому заранее желаю всем настроения, хороших выходных, отдохнуть, набраться сил. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.